Кислородные баллоны, да? Да, это стеленные кислородные баллоны. Это вот молодой человек Николай, который сейчас уехал в Германию. И вот он сделал, еще несколько человек принимали участие, помогали ему. Друзья, всем привет! Очередные другие места. На этот раз я направляюсь в поселок, в котором уже когда-то был. Это поселок Чистополье, район имени Габита Мусрепова, Северо-Казахстанская область. Этот населенный пункт стоит обособленно до районного центра и тем более областного центра существенное расстояние. В поселке нет автозаправочных станций, но там люди научились уже обходиться тем, что есть. У них есть такие вот свой опыт, да, как они заправляются. Краткая предыстория, почему я туда еду снова. Один из жителей Германии ко мне обратился, хочет рассказать свою историю, зовут его Николай, фамилия у него Краевой, и он связывает Чистополье со своей мечтой юности, мечтой детства, когда он очень хотел играть в группе, очень хотел стать музыкантом. Ну, собственно, и его мечта-то исполнилась. У него есть конкретная работа, своя работа, призвание, но и при этом у него есть еще и вот такая вот отдушина в виде музыки. И вот как раз-таки я еду в Чистополье, чтобы рассказать очередную историю из цикла «Дом моего детства». На этот раз «Дом моего детства», дом детства Николая. Я думаю, что будет очень интересно, потому что мы пройдемся по тем местам, которые дороги Николаю. Ну и, конечно же, мы выслушаем самого Николая, он сам расскажет немного о своих местах. В общем, вот такая вот будет история. Поедем. Сейчас я нахожусь в Имантау. Нам еще предстоит где-то проехать 108 километров. Белым-бело, дорогу заметает. Ну что, Николай, вот он твой поселок Чистополье. Родился я 18-19 февраля 1971 года в селе Чистополье по улице Кирова, дом 15, квартира 8 в Читавской области. Да, я правильно сказал, 18-19. На самом деле я родился 18 числа, полдесятого вечера, но записали меня 19 февраля. Когда я у мамы спрашивал, почему, она всегда говорила, так папа захотел. Когда у папы я спрашивал, папа либо он шутил, либо правду говорил. Чтобы не путаться в числах, вы все у меня родились 19 числа, так как у меня две старшие сестры тоже родились 19 числа. Только не февраля, конечно. Так старшая сестра Тома у меня родилась 19 мая, а сестра Света родилась 19 августа. И поэтому у меня 2 дня рождения. Всегда мы его отмечали полдесятого вечером и, конечно, на следующий день. Я был к этому не против. Вечера у костра и твои концерты, как носил ты меня на плечах своих. Эти лучшие дни в моем детстве, тебе за них. Папа, спасибо за каждый совет и сильную руку. Посмотри, как любят внуки тебя сильно. Я хочу сказать, я прожил счастливое, полностью насыщенное всеми приключениями детства. В зимний период мы ездили на сопку, ходили на обрывы, играли в хоккей, рыли окопы всеразличные, и было очень весело. Во дворе очень было много у нас соседей, очень много
У нас было детей, и мы, можно сказать, напролет проводили время. В летнее время это вообще было очень насыщенно. У нас была речка Акан-Бурлук, ходили купаться, играли в банки, в прятки, в 21, в пробки и все различные игры. Иногда я выезжал в пионерские лагеря «Ласточка», вот он расположен недалеко от нас. Если повезет, если родители доставали путевку, то в пионерский лагерь «Сокол». Он находился около села Чилкар. Это было очень интересно и незабываемо. Водим дискотеки. Вот. Здесь дискозал у нас получается. Дискотеки здесь, да? Да. Дискозал. Для взрослого населения иногда мы делаем вечера отдыха. И как дискотеки проходят? Очень даже хорошо. Дети приходят, танцуют, веселятся. Иногда конкурсы с ними проводим, лотереи разыгрываем. В общем, развлекаем как можем. Теплый, уютный у нас зрительный зал. Здесь 240 посадочных мест. Здесь у нас проходят концерты, конкурсы детские, взрослые. Возле нас находился Чистопольский парк. И в этом парке мы тоже очень часто проводили время. А вечером, когда уже темнело, в выходные, в субботу, воскресенье, на территории парка находилась летняя танцплощадка. И там, когда начинались танцы, играла эстрада, да, и музыканты выносили аппаратуру, и ее, когда настраивали, так как у нас было это не сильно далеко, оттуда издавались такие, волшебные звуки, которые я, как услышав эти звуки, когда настраивали гитары или там барабаны стучали, я прям бежал туда и таким с удовольствием смотрел, как на что-то такое. Выше только были звезды, когда музыканты доставали такие блестящие гитары, такие красивые. На то время на танцплощадке играли такие музыканты, как Канат Аманов, Дима Рамазан, Миша Черкасов. И я на них смотрел, как на каких-то богов. И все время как-то думал о том, что как я хотел бы оказаться среди них там. И вот об этом я сильно-сильно очень мечтал. И вот эта мечта меня, в принципе, с самого детства тревожила, но окончательно скружила, как мне, голову. Мы однажды были с папой в отпуске, он бывало отпуск, и иногда ездили мы в Минводы сначала, потом в Адлер, в Сочи, по военно-грузинской дороге ездили, и мы однажды были в кафе, а кафе работало до 8 часов, как сейчас помню, а после 8 часов уже открывался ресторан. Мы как раз попали в этот промежуток времени, как раз вышли на сцену музыканты в таких атласных костюмах, такие грузины. У них были такие усы, такие бакенбарды, бабочки на них были. Но это было что-то такое. И когда они начали играть, и когда зазвучало вот это вот бум-бум, и вот тогда я даже еще понятия не имел, что такое бас-гитара или гитара, что это такое. Меня тогда, можно сказать, скружило этим голову. И вот так вот моя мечта появилась. Николай, я вот тут попросил местного жителя передать тебе привет. Да, он, наверное, меня не помнит. Корян, здорово! Я чуть помладше тебя учился. Наверное, на года 2. Так, я местный. Как вас зовут? Нурлан. Нурлан. Хочу всем привет передать. Кто жил в Чистополе, сейчас живет в Германии. Там у меня одноклассников много там.
живут. Мы также живем в Чистополе. Чистополе, ну, нормально все. Можно жить? О, как хорошо тут, конечно, можно жить. Ну, бураны, не как раньше, как в детстве, а так, ну, нормально все. Ну, что еще? Ну, всем привет одноклассникам. Проходив в садик, детский сад «Дюймовочка», с названием могу ошибиться, потому что столько лет прошло. Хотя это было как вчера. Я прекрасно помню даже воспитателей Ключицкая и няня, просто как няня, которая нас кормила очень вкусными компотами. Но точно знаю, что наш садик находился на улице Советская, между типографией, в которой выпускали нашу знаменитую газету «Голос Целинника», и кинотеатром «40 лет Казахстана», в который мы тоже как очень часто посещали. И в 1978 году, по 1986 год, я закончил 8 классов, я пошел в школу. В нашей школе были очень, одним словом можно сказать, с большой буквы такие преподаватели, что о них можно книги писать. Например, как вот Гурецкая Надежда Петровна, Легостаева Татьяна Карловна, Скачкова Тамара Павловна. Моим первым учителем была Легостаева Татьяна Карловна. У нас класс был А. В школе училось около 1000 человек. Классы были все полные, по 3 класса были А, Б, В, даже Г. Постоянно проходили какие-то мероприятия, например, по спорту, баскетбол, футбол, волейбол, группа здоровья и так далее, лыжи. Вообще были поставлены как на хорошем уровне, так как у нас был учитель физкультуры Конкабаев Захар Седоталович, он был лыжник, а по футболу Каскенов Серик Булатович, это вообще такая секция была мощная. Я тоже одно время посещал эту секцию, в футбол мы играли, даже выезжали на соревнования, даже на республиканские соревнования. В общем, вот этот переход, наверное, многие знают, выпускники школы, да? Все знают. Все знают. Да. Да. Я Потому помню, что раньше, когда, Ага. я помню, холод был такой, когда вот морозы сильные, техничка помоет пол, и по переходу катались. Лед был. Лед был, да, раньше? Да, линолеум, когда постелили, там холод. Он не отапливался, там получается, Да, что только трубы. а потом уже, когда отопление меняли, тогда уже поставили там 4 батареи первоначально. Это уже при мне поставили, помните? Да, Мы да, сами да. варили в 16 году. Да. Изменилось, да, все? Да, все изменилось, и я этому очень рада. Самое главное, тепло, да? Да, самое главное, вот это был переход, это было самое холодное место. А сейчас тепло, понимаете, сделали такой термос. Меня зовут Гальстер Татьяна Ивановна, ветеран педагогического труда. 35 лет проработала в Чистопольской средней школе, которую закончила в 1975 году. Место работы не меняла. Николай Краевой. Учила я Колю. Да? Да. И я учила не только Колю, его дочь. Колю помню, конечно, он музыкант хороший, сварщик хороший. Он колокола варил на храме у нас. Как учился? Хорошо. Хорошо. Он такой позитивный человек. Позитивный. Я не помню, чтобы от него исходила какая-то отрицательная энергия или какие-то такие поступки, или какие-то, знаете, подростковые закидоны. Я такого не помню. Про школу можно рассказывать очень-очень много, потому что таких очень моментов было очень много. Но вот один из них мне очень запомнился. Я его часто вспоминаю. Это было в начальных классах, в параллельном классе. У нас была Скачкова Тамара Павловна. И вот у нее был муж водителем автобуса. И я не знаю, каким образом, как в то время, в принципе, было немножко попроще, наверное, да. Сейчас, в наше время, это, в принципе, трудно представить. Она организовывала такие поездки в лес.
В общем, ее муж брал автобус, и мы ехали в наши Дубровские лески. Все 3 класса сажалось там в этот автобус. Без всяких расписок, как сейчас это делается, без предварительных каких-то сборов. Я не знаю, огромное спасибо водителю этого автобуса, который на свой страх и риск как бы брал столько людей, сажал в автобус и вез. И никогда никаких происшествий, никаких у нас ничего не случалось. И мы в этом лесу проводили время. Иногда это весной выезжали и осенью выезжали. Осенью это листья такие в лесу, а весной трава только начинает, такая зеленая трава только начинает выходить. И еще в лесках снег, и мы там даже в снежки играли и на деревьях лазили. А самое то, что вот запомнилось, когда мы ехали именно в автобусе, учителя организовывали, что мы пели песни. Тогда это было так вроде смешно, такие детские песенки пели. Но сейчас я их вспоминаю, это до того так это было мило и классно. И на протяжении всей жизни вот это мне воспоминания всегда, вот эти поездки. И вот так вот я доучился до 8 класса. И в 86 году я уже потом пошел по другому направлению. Меня зовут Гурецкая Елена. Я одноклассница замечательного человека, доброго, творческого, отзывчивого. Его зовут Краевой Николай. Мы с Николаем учились в одной школе, увлекались музыкой. Николай играл на бас-гитаре, я музицировала на фортепиано. Делились эмоциями и радовались своими успехами. Но прошло время, и жизнь раскидала нас по разным странам. Но, несмотря на это, мы продолжили общение, ведем переписку и созваниваемся. Николай делится своими успехами, присылает мне свои видео, где он выступает на разного рода концертах со своими коллегами, такими же творческими ребятами, которые влюблены в музыку. Николай не только бас-гитарист, он еще освоил игру на фортепиано самостоятельно. В своей квартире Коля даже оборудовал свою студию, где находится ряд музыкальных инструментов, где он музицирует и творит. Коленька, я горжусь тобой, дорогой. И еще, зная мое увлечение музыкой, Николай сделал мне невероятный подарок. Подарил цифровое фортепиано. Это дорогого стоит, Коля. Спасибо тебе, дорогой. Такой жест не каждому дано. Это факт. Поздравляем маму с днем рождения, с 30-летием. Желаем ей всего самого наилучшего, крепкого здоровья и успеха во всем. Я тебя поздравляю с днем рождения, чтобы ты долго-долго жила. Так как у меня мечта, так сказать, родилась, но к этой мечте абсолютно ничего не было, да. И я заглядывал, как во дворах играют ребята на гитарах, постоянно мечтал о гитаре. Родители, конечно, обратили на это внимание, и накануне очередного дня рождения мне решили купить гитару. Чему я, безусловно, был так рад. И вот мы однажды отправились в магазин, который находился тоже по улице Кирова. Нам нужно было всего лишь спуститься вниз. Он был по левой стороне, с правой стороны находился универмаг. И мы отправились в магазин покупать мне гитару. Я так был этому рад, но моя радость немножко как бы тут приостановилась. По причине, мы пришли в магазин, а магазин еще был закрытый на перерыв. Нам нужно было немножко подождать. И тут проходила мамина знакомая, то ли с работы, то ли... Я не знаю, не могу точно сказать даже, кто это был, да. И она говорит: Лидия Павловна, в универмаге выкинули куртки.
Ну, тогда слово «выкинули» было больше, чем сейчас в данный момент всякой рекламы. Ну, раз выкинули куртки, чтобы никто не подобрал, мы быстренько с мамой отправились за куртками. Мне было как бы немножко не совсем приятно. Мы же пришли за гитарой, да, и мы через некоторое время, нам, как так думала мама, наверное, да, нам очень повезло, которые куртку выкинули, и нам она досталась. И как бы мама очень быстренько меня уговорила: зачем тебе гитара, когда куртка как бы важнее. Ну, в принципе, у меня особо большого выбора, скорее всего, и не было. Ну, у меня появилась куртка на день рождения, а гитара как бы остался я без гитары. Ну, конечно, родители увидели мое, как бы сказать, состояние, и через некоторое время, не могу сказать, через сколько даже точно, да, все-таки гитара у меня появилась. Это было что-то незабываемое, да. Это была ленинградская гитара, такая желтая, такая. Но опять же, появилась гитара, и я на ней начал пытаться издавать какие-то звуки. Но, естественно, там ничего путнего не выходило. Первые азы по гитаре мне дали мужья моих старших сестер, Сергей и Саша. Они показали простенькие мелодии, простенькие аккорды, и я потихоньку что-то там пытался учить. В то же время как бы заглядывал на гитару, во дворах, как играют ребята на гитарах, подсматривал, как там пальцы ставят. Но у меня, конечно, естественно, ничего этого не получалось. И потом как-то однажды, интернета раньше-то не было, да, по какому-то сарафанному радио, как оно сейчас называется, да, я узнал, что организовывается кружок для игры на гитаре. Это было в совхозе. И преподавать собрался Сергей Тарапун. Нас туда собралось, ну я не знаю, больше, наверное, 10 человек. Мы с гитарами приходили до него домой, а он жил на то время в совхозном общежитии. Это была небольшая комнатка, и можно себе представить, нас туда набивалось человек 10. Мы сначала его ждали с работы, он с работы приходил. У него на тот момент как раз был маленький ребенок. Как он, ну, видимо, очень любил музыку и с удовольствием согласился нам показывать на гитаре. В то время он играл в совхозной эстраде. Это был, ну, как сказать, как я говорил раньше, я заглядывал на таких людей, как на богов, которые, да, но эти боги как бы становились уже немножко поближе, да. Параллельно еще я ходил к Канату Аманову немножко, там ребята постарше, которые он им преподавал, тоже, ну, Сергей Тарапун как бы внес как бы очень большой вклад в это. Он нам давал домашнее задание, мы писали аккорды, расписывали, более-менее уже как бы серьезнее к этому относились. Но с каждым занятием людей становилось все меньше и меньше. А мы, в принципе, уже на то, немножко как бы походив, уже разобрали какие-то аккорды, какие-то разучили песенки, да, и у нас уже даже возникла потребность, и у нас желание организовать группу. Мы пошли до директора школы, до зауча, выбивать помещение для того, чтобы где репетировать, и заодно небольшую какую-то ставочку для того, чтобы, ну, мотивировать Сергея Тарапуна хоть каким-то образом, потому что он, ну, в принципе, все на общественных началах все это делал. И у нас это, кстати, все это удалось. И вот однажды нам выделили комнату, мы, как безусловно, были этому очень рады. Комната находилась на 2-м этаже
в новой школе между кабинетами трудов для девочек и учительской. Нам выделили эту комнату. Придя в эту комнату, мы там столкнулись с тем, что там была куча инвентаря, ненужных всяких, чего там только не было. Очень грязное помещение, но мы это все, весь этот мусор вынесли, даже сначала выгребли, вычистили, побелили. Ну, насколько мы там могли побелить, не знаю, стали стены белые или нет, но полы мы потом отмывали от этой звездки столько, что в результате так у нас и не получилось. Пришлось нам там правдами-неправдами добыть краску половую и просто-напросто этот бетонный пол, эту всю звездку, которая осталась неотмытая, закрасить. И вроде бы казалось бы, вот уже есть и помещение, и ну тут как всегда кто-то решил, что это нам помещение не подойдет. И нам выделили вторую комнату. Там мы даже ни разу не побывали. Находилась на первом этаже в старой школе между кабинетами трудов и автоделом. Ну, мы уже как опытные специалисты быстренько то же самое столкнулись с тем же самым. Полный там инвентаря ненужного, всего и всяких ведер, банок, склянок и всяких заготовок каких-то. И все мы это вычистили, и, в общем, комнату приготовили. Перенесли туда остатки аппаратуры, которая осталась от предыдущей группы, которая там играла до этого. Было там не сильно много, там было 2 усилителя «Электрон», неубиваемый усилитель «Ту-100» и каких-то там непонятных колоночек, на которых, в принципе, играть практически было невозможно. А, это был кабинет трудов. Да. Да, Мгм. да. Как уютно, а? Очень уютно. Да. Да, очень хорошо. И тут, казалось бы, да, вот оно, все, назначена первая репетиция наша. Я прихожу в эту репетиционную комнату и сталкиваюсь с тем, что в нашей комнате уже немножко раньше пришли ребята, которые более-менее, так сказать, подготовлены к музыке. Они занимались с Канатом Амановым. Один из них, более того, уже даже участвовал в той эстраде, о которой я раньше говорил. Он играл на танцплощадке, это был Сергей Шевченко. И его одноклассники Игорь Потехин, Лайкам Сергей. И они, в принципе, ребята немножко уже были подготовлены намного лучше. И мы вроде бы все старались и оказались на втором плане и в стороне. Но я на этом все равно не останавливался. Мы находились во втором составе этой группы. И мы начали очень плодотворно репетировать. Репетировали днями и ночами в прямом смысле этого слова. Даже после того, как закрывалась школа, мы тихоря оставались в школе, затемняли окна и репетировали без включенного звука на акустических гитарах. Но, в принципе, репетировать-то особо еще было не на чем. Это потом появилось позже, после того, как ребята с основного состава, они имели вес, в принципе, в школе не маленький. И на очередном комсомольском собрании, естественно, одногласно было принято решение о приобретении аппаратуры на деньги, которые были заработаны на уборке картофеля. И на те 2000, которые у нас появились, мы приобрели рижские барабаны ЭПИМи, 4 колонки «Том», и было у нас на чем играть. Группа называлась «Маскарад». В основном составе играли Сергей Шевченко, Сергей Лайкам, Талгат Кашиков, Игорь Потехин. И мы в младшем составе: я, Женя Киселев, Сергей Зеленский, Асхат Жангунтинов. И мы так за короткое время, уже к Новому году, подготовили программу. Программа состояла из песен «Машины времени», «Альфа», даже брались за круиз.
На первом выступлении, естественно, играла основной состав группы, а нам было всего лишь выделено одну инструментальную вещь сыграть, но это было, самое, наверное, незабываемое впечатление, так как я самый первый раз в жизни играл на публику. Когда, взяв в руки гитару, я перед собой вообще ничего не видел, ничего не слышал. Это были такие незабываемые впечатления, я до сих пор все это помню. Причем такие ощущения остаются и до сих пор, когда выходишь на сцену. И я общался с другими музыкантами, которые все то же самое рассказывают. Всегда проявляется легкий мандраж. Итак, мы проиграли в школе до 1986 года, выступали на танцевальных вечерах, на родительских собраниях. Состав, к сожалению, все становился все меньше и меньше и меньше. И к тому, когда наша группа уже отыграла последний концерт, это был выпускной вечер моего 8 класса и Сергея Шевченко 10 класса. Я уже играл в основном составе группы. На следующий день же мы сразу же играли танцевальную программу в совхозном доме культуры. Но это был уже совсем другой уровень. Это была уже такая более-менее серьезная аппаратура. Например, как на голосовые у нас была солист, что по тем временам это было что-то невероятное. С ревербератором SK100, хорошие усилители, форте. У меня была бас-гитара Елана Star 9. На те времена это было, лучшего ничего, я думал, что даже и не существует. Вообще традиция ансамблей, и вокально-инструментальных в нашей школе, она довольно на ранних таких этапах, еще только где-то зарождались, а у нас уже был хороший ансамбль, причем ребята делали электрогитары сами. В моем возрасте, когда это у меня был 8, 9, 10 класс, этим занимался Канат Аманов, Василий Николаевич Руденкин, вообще сейчас очень известный человек. Они занимались, по-моему, еще Володя Егоров, точно не помню, тоже. Это был первый ансамбль, а потом уже поколение Коли Краевого поддержали эту инициативу. С 1986 года мы играли в совхозном доме культуры. В составе на барабанах играл Владимир Нагиев, на гитаре Сергей Шевченко и я на басе. Чуть-чуть попозже к нам присоединился Сергей Тарапун на гитаре, и Сергей стал играть на клавишах. Тогда уже музыка требовала немножко если раньше нам достаточно было, мы обходились просто с гитарой, то чуть попозже уже более-менее такие песни, как мы начали играть Modern Talking, например, и так далее, попсовые такие более-менее вещи, нужны были клавиши, и мы в репертуар включали такие произведения, где нужны были клавиши. Чуть-чуть попозже нам удалось все-таки приобрести более-менее аппаратуру. Мы приобрели в Омске всеми правдами и неправдами барабаны ЭПАИМи, чешские. У меня появилась бас-гитара Fender Jazz Bass. Как потом в будущем выяснилось, что она оказалась самопальной, хотя и стоила. Я даже сам не понимаю, как мне удалось уговорить родителей купить такую гитару. Она стоила 1500 рублей. На те времена это были вообще какие-то неподъемные деньги. Но родители пошли мне навстречу.
И играли мы, в принципе, уже довольно-таки не на плохом уровне. Мы создали хорошую танцевальную программу, выступали на свадьбах, на концертах. К тому времени в Чистополе открылось кафе, которое находилось на улице Ленина, напротив почты. Там регулярно проходили всеразличные мероприятия, например, День животновода, День милиции, День торгового работника и так далее, и так далее. Очень часто. И мы плодотворно выступали, даже немножко начали зарабатывать. Наш репертуар становился все более-менее серьезнее, потому что мы уже более серьезно относились к репетициям и довольно-таки неплохо звучали. Меня зовут Инжиевский Игорь Валентинович. Я родился и вырос в селе Чистополье. В те далекие времена Чистополье когда-то был районным центром. И в селе было очень много музыкальных коллективов. Были и хоры, и духовые оркестры, и ансамбли народных инструментов. Ну и, конечно же, ВИА. Много сельчан принимали участие в музыкальной жизни села. Регулярно проводились смотры художественной самодеятельности. Ансамбль, в котором играл Николай, принимал участие в этих смотрах, а также участвовал в различных праздничных мероприятиях, которые проводились в селе и в районе. После службы в армии и окончания института я работал в Чистопольской средней школе, где я возобновил со своими учениками после долгого перерыва вокально-инструментальный ансамбль. Большую помощь в создании ансамбля с репетициями, с аппаратурой, с инструментами мне оказал Николай Викторович. Также хочется выразить свои слова благодарности братьям Сергею и Александру Шевченко. Мои школьники неоднократно становились победителями и призерами смотров. Мне посчастливилось поиграть вместе с Николаем в одном ансамбле. Жизнь сложилась так, что мне пришлось уйти со школы и поменять профессию. На новом месте работы я оказался в одном коллективе с Николаем. Вместе с Николаем, а также Михаилом Артамоновым и Александром Колотиловым мы организовали группу и выступили на празднике Нового года. Мы продолжаем дружить, перезваниваемся, хотя Николай Викторович сейчас живет в Германии, где продолжает активно заниматься своим любимым делом. Он играет в нескольких группах. В их составе он принимает участие в городских праздниках, а также выезжает с концертами в другие города. Взяв с дедушки пример, старшая внучка Николая занимается в музыкальной школе по классу фортепиано. Всем привет, кто знает Николая и может даже помнить меня. Илюшка, а ты кто? А кем бы ты хотела быть? Звездой. Звездой ты хотела быть? Ага. А что для этого нужно делать? Много учиться. Правильно. А умываться нужно или завтракать? Завтракать. Да, мы сначала позавтракаем, умоемся, позавтракаем, а потом будем, звездой уже быть. Или звездой сразу ты станешь? Сразу станешь. Сразу? И учиться не надо? Да. Да ты что? Ты мой хороший. В 1989 году я призвался в армию, и Сергей Шевченко, и ему весной тоже пришлось сделать паузу с музыкальной деятельностью. В армии прослужил с 89 по 91 год. В армии мне с музыкой не удалось поиграть, за исключением у нас в ленкомнате была гитара, я иногда к ней подходил, чтобы пальцы не забыли, что такое струны и грифы. И вернувшись с армии в 1991 году, я попал
практически в другую страну, из которой, как я призывался. В магазинах практически ничего нету, как-то все непонятно, какие-то... Это была совсем другая страна. И в частности музыки, да, за который период времени поменялось практически все. Ну, во-первых, за то время Сергей, братишка Саша, он уже подрос немножко, да. Когда мы уходили, он был еще таким подростком, да. А когда пришли с армии, он уже плодотворно играет на клавишах. И причем, если когда мы уходили в армию, у нас был квинтет и маэстро из клавишей. А за этот период мы пришли, уже были такие клавиши, как Korg Poly 61 и Yamaha 480. И это было очень видно, как бы, и по всем параметрам, да. Акустика такая, двухметровые колонки и так далее, и так далее. И мы опять собрались в составе. На клавишах играл младший братишка Саша Шевченко на гитаре, Сергей Шевченко, Сергей Тарапон и Володя Нагиев на барабанах, я на басе. Так как клавиши начали потихоньку все вытеснять, сначала барабаны появились, они нужные, так как Yamaha выдавала практически все. Попозже и даже бас оказался не нужен. И, в принципе, моя как бы музыкальная деятельность на какой-то период приостановилась. Ребята еще продолжали играть на клавишах, и к ним присоединился еще потом, приехал нам в Чистополе очень талантливый музыкант, и не просто музыкант, очень хороший человек, художник, во всех смыслах такой начитанный. Мы в будущем потом хорошо с ним подружились и продолжали очень тесное общение. Вот эту гитару он сделал сам. Вот это да. Да. Муж с Колей познакомился, потом уже стали, так сказать, дружить более предметно. Потом, когда Коля к нам приходил в гости, у нас было пианино, Коля играл на пианино. Ну, в общем, музыкой занимались. Вообще досуг был достаточно интересный. Коля – это чудо. Это очень позитивный человек. Таких людей очень мало. Их нужно беречь. Понимаете, вот при общении с ним никогда не возникает отрицательных эмоций, никогда не возникает какого-то напряжения. А тут все наоборот. Он улыбается, вот от него исходит столько позитива, что его хватает и на него самого, и на тех, кто рядом. Я Тарапон Сергей Владимирович. В 90-х годах мы играли в совхозном ДК. К нам на репетицию пришли ребята со школы и попросили, чтобы мы их научили играть на гитарах. Я выбрал самых талантливых, в их числе был и Николай Краевой. Потом из нашей группы ребята разъехались, и со мной начали играть молодые ребята. Николай Краевой, Александр Шевченко, Сергей Шевченко и старый состав барабанщик Владимир Нагиев. Мы с этим коллективом занимались концертной деятельностью, а также ездили на смотры областные и местные. В принципе, ни один концерт раньше не обходился без курьезов. То сгорит усилитель, то порвется струна, либо порвется кабель или замкнет. Но такие некоторые случаи, о которых можно было бы рассказать. Один из них – это самый наш первый концерт, выступление в совхозном доме культуры. Мы играли первый раз танцы. Мы отстроили аппарат, такие довольные, все. Пошли подышать, так скажем, свежим воздухом. Когда я внучкам говорю, я пошел подышать свежим воздухом, на что они говорят: дед, курить не полезно. Ну, да, в общем, мы пошли подышать свежим воздухом, подышали свежим воздухом,
уже начали люди подходить, нам уже пора начинать играть. Мы приходим, и там стоит контролер, который говорит: покупайте билеты, и без вариантов, да. Мы пытаемся объяснить, что так и так, мы здесь играем, на что нам говорят: а ну-ка идите отсюда, а то сейчас вообще как бы, да. Ну, слава богу, у меня был рубль, и я купил 2 билета, мы были с Сергеем Шевченко, да. Ну, из того случая я понял, что всегда надо, чтобы деньги всегда в кармане на такие форс-мажорные обстоятельства были, да. Второй случай, который тоже стоило бы рассказать, да, это тоже произошло практически сразу после того, как случился первый. Мы играли танцевальные программы, а в то время собиралось не меньше 100 человек на танцах. А в хорошие дни, да, как бы, например, Новый год, собиралось вообще до 300 человек. И была такая традиция, например, люди отмечали день рождения, потом шли на танцы. Причем люди шли тогда на танцы и от 16 лет и до 40 лет. Разный возраст ходил на танцы. И была такая традиция. Если день рождения, то брали с собой спиртные напитки. И в перерыве, когда была такая, мы всегда говорили, по техническим причинам, в этот перерыв была такая традиция отметить свой день рождения и угостить музыкантов. Да. За что эти музыканты объявляли песню, поздравляли с днем рождения через микрофон, что для нас было очень удобно, да. Мы могли одну песню, раз 5 по многочисленным просьбам исполнять. Но суть не в этом. А мы-то были-то, я-то после 8 класса, а Сергей после 10, да. И тут очередной день рождения у кого-то, а мы-то уже большие, нам так казалось, что мы такие большие, да. И мы с Сергеем приняли так немножко, сказать, водочки, да. Принято мы приняли, да, и пошли играть. А я иду и чувствую, что как бы мне уже как-то идти становится немножко тяжелее. Я беру бас-гитару, а у меня уже 2 грифа, а Сергей вообще прислонился к стенке, поставил микрофон. И как мы играли, что играли. Но это было что-то с чем-то, да. Кончилось тем, что когда мы отыграли, нам пришлось вызвать даже транспорт, чтобы нас довезти до дома. Тогда мы хоть поняли, что алкоголь и игра совсем несовместимо. А еще один случай, это был Наурыз. Это было уже, когда я работал в ЛТЦ. И мы в рабочее время немножко с Сашей репетировали. Я тогда брал клавиши, я не клавишник, там какую-то легкую гармонию я играл, что Саша показывал, а он хорошие такие соляки играл, да. И у нас плюс еще несколько песенок, которые он мог спеть. И потом звонок в двери, он говорит: так и так, Наурыз, есть возможность на халтурку съездить. Халтурка — это возможность подзаработать. Я говорю: Саш, каким образом, да, у нас ни репертуара, ничего. Он говорит: ты на клавишник. Какой же я клавишник, да. Все равно. Я еще предложил дочке на тот момент, мы с ней немножко занимались, я на клавишах. И у нее были такие не сильно сложненькие песенки, там из Валерии часики, из глюкозы, там на казахском языке 3 песни были. Причем соседка говорила, что она молодец, без акцента даже их исполняет. И в общем мы поехали на это мероприятие. Приехали мы немножко пораньше, чтобы отстроить аппарат. И в это время там находился уже один очень хороший баянист. И там местная группа, вокальная группа, хотела спеть песни. Причем руководство им говорило, что приедут музыканты, вам подыграют. Фишка-то в чем состояла? Этот баянист вот такими глазами говорит: Саша, я уже сколько пытаюсь с ними сыграть, а ничего не получается, не могу, тональности, они тональности то туда плавают. Попробуй, ты, может, что-то сделаешь. А у Саши вообще абсолютный слух, да. Он взял гитару, да, пытается, смотрит, ничего не получается, да. И тут, конечно, я
Это надо было видеть, да. Это кожаная куртка, кожаная кепка, улыбка. И я им говорю так и так. В принципе, на клавишах-то я играть-то особо-то не то, что я вообще не умею на клавишах играть, да. Ну, кнопки я уже на них уже научился тыкать, как бы, да. И я слышал, что они хотели сыграть. Я без труда подобрал стили, скорость. И так, одной рукой дирижируя, другой рукой как бы нажимая на кнопки этих клавиш. Благо они были, это была Casio. Кстати, не сильно много, но такие сочные, хорошие звучки там были. И мы отыграли, я отыграл все эти песни, да. И так я, и когда играю, и смотрю сбоку, когда мы играли на прицепе, Саша стоит с этим баянистом, да, и так говорит, вот как надо уметь играть. В принципе, да. А то мы тональность, не тональность. Я отыграл все, практически все на 3 аккордах. А самое, что интересное было, да, все участники вокальной этой группы очень довольны, да, зрители смеются, танцуют. Руководство нас еще потом отдельно даже отблагодарило, как бы, да. Так что вот такие случаи бывают. В общем, не надо останавливаться ни перед чем. И я устроился работать в ЛТЦ-83, линейно-технический цех. На то время это было очень престижное место, так как зарплаты нигде не было. У нас была она, пускай небольшая, но она была регулярно и постоянно. На тот момент подобрался очень хороший коллектив на этом предприятии. Например, в котельных работали люди с высшими образованиями, потому что жизнь заставляла людей как бы менять род деятельности. Да. И мы создали тоже в этом предприятии небольшой ансамбль, да, такой. Репетировали так потихоньку для себя. И нам даже удалось сделать один концерт. Мы играли на Новый год. Это тоже было классно, здорово тогда. Вообще, ЛТЦ это такое было предприятие, очень такое хорошее. У нас еще называли его «Малая Швейцария». У нас на территории, кроме музыки, еще был спортзал. Им занимался Вадик Милютин. Там могли все работники прийти туда, позаниматься. Там группа здоровья была, в волейбол поиграть. И после этого, к сожалению, перестройка и дошла тоже и до ЛТЦ-83, как проложили оптиковолоконный кабель, и он прошел мимо нас. И впоследствии ЛТЦ-83, как бы все люди были сокращенные. В ЛТЦ-83 проработал я с 1994 года по 2007 год. Параллельно я плотно начал заниматься сварочными работами, варил все, что возможно и невозможно, да. И в это время я познакомился с батюшкой Александром. Почти что регулярно посещал церковь, он меня приобщил к этому. И как-то я копался в интернете, в компьютере. На то время у нас уже начали появляться интернет, у меня компьютер появился. И как-то тогда это слово назывался «вирус», вылез. Ну, насколько я понимаю, это была просто реклама. Там я услышал такие колокольные звоны. И меня это сильно впечатлило. И я поделился с батюшкой и предложил ему, говорю, давайте, говорю, купим сабвуфер и поставим, и будет очень, как бы, чтобы колокольные звоны были, да. На что он, как бы, сказал, да, это было бы неплохо, колокольный звон, это очень хорошо, но в нашей православной церкви все должно быть все вживую. И он поделился, как когда он служил в России, они делали сами из кислородных баллонов колокольню. На что он сказал, ну где ж мы сейчас можем найти столько кислородных баллонов. А на то время я работал старшим электромехаником в ЛТЦ. В принципе, имел дело с кислородными баллонами. Правда, не кислородные, у нас они были предназначены под воздух. И как раз было расформирование ЛТЦ, была небольшая такая, как бы, возможность, да, и я обратился к нашему начальнику, Чалов Сергей Васильевич, чтобы помочь на церковь всякими правдами, неправдами,
списать кислородные баллоны. На что он сразу же, как услышал слово «на церковь», без всяких проблем на это согласился. Более того, он еще помог там с трубами и так далее. И мы начали заниматься постройкой колокольни. На эту колокольню пришлось собрать материал всеразличный, чтобы сделать металлоконструкцию. В этом принимали участие я, Саша Колотилов, дядь Володя Хильчишин. Нам помогали все, к кому мы только не обращались, как услышав слово «на церковь», без всяких проблем. Вот, например, нужно было арматуру, чтобы сделать ограждение потом этой колокольни. Мы обратились, у нас были там металлоломщики, они с удовольствием нам предоставили то, что нам нужно, там ПТСовские диски. Это был Харачиди, он нам помог немножко с железом. И вот за короткое время мы сделали эту колокольню, потом нужно было ее устанавливать. Я обратился к начальнику РЭСа, Гуперт Федор Иванович, чтобы он нам помог с краном. На что, как он тоже услышал, как на церковь, без всяких проблем, без всякой оплаты, за счет полностью РЭСа, горюче-смазочные материалы, полностью все. Более того, он отправил бригаду во главе с мастером Игнатьев Сергей. Они установили трехфазный рубильник для того, чтобы подключить сварку, чтобы проводить сварочные работы. В момент, когда мы поднимали колокольню, крановщиком был Сергей Щербань. Шеф РЭСа отправил даже целую бригаду ЛМУ во главе с инженером Закарков Василием Ивановичем. И они все с удовольствием все помогали. Когда даже вот в период уже я начинал сварочные работы делать на территории еще ЛТЦ, но уже был переходный момент, ЛТЦ уже не стало. Туда зашла местная связь, начальником был тогда Нуртазин. Все помогали при строительстве звонницы. И так вот на территории Чистопольского храма Казанской Божьей Матери появилась звонница. Было торжественное богослужение, батюшка осветил все колокола. Это было очень так трогательно, да. И эта звонница по сегодняшний день функционирует. Подошел ко мне один молодой человек и предложил помощь. Чем я, говорит, могу помочь вам, батюшка? Я говорю, ну, а чем вы можете помочь? Он говорит, я вот сварщик, давайте мы вот здесь, на этом месте, где был храм, когда-то деревянный первый, мы поставим звонницу. Я говорю, ну вообще это реально? Он говорит, да. И вот потому что село эти, оно, можно сказать, уже теряет численность, люди уезжают, вот, остаются старые люди, молодежь уезжает отсюда. И он, в общем-то, пообещал помочь воздвигнуть звонницу. И вот усилиями также добрых людей, Николая, этого молодого человека, звонница была воздвигнута. Что интересно, когда мы не знали, где брать колокола, он изыскал вот эти ацетиленовые баллоны. Даже был, по-моему, диск от МТЗ. И мы вот так вот сконструировали, срезали по длине эти колокола, так называемые, осветили, вот, и стали созывать верующих людей на богослужение. Знаете, так интересно, и звон такой необычный получился. И вот до сих пор этот звон оповещает людей о богослужении. Звон есть, и люди привыкли уже и собираются. Если, например, погода такая тихая, знаете, слышно практически в конце села. С ноября 2007 года по декабрь 2008 года я проработал в РЭСе, в районных сетях. И после этого я отправился в Германию. Последним моим местом в Чистополе перед отъездом. Мы даже опаздывали немножко, но я все равно, мы заехали в церковь, я помолился, и мы поехали в Германию. В Германию мы приехали в город Фридланд, и там находились
как многие немцы, на интеграционных курсах, на шпрах-курсах, как их называют, чтобы изучать немецкий язык. И находившись там, был День города, это было в Геттингене, недалеко от города Фридланда. И поехав туда, я поехал немножко заранее, я слышал, что там будет живая музыка, мне это было очень интересно, как бы, потому что я долго уже не играл, но все равно все это как бы всегда рядом возле меня было, да. И я был очень поражен, когда увидел такие двухэтажный дом колонки, устанавливают, в принципе, на каждой площади, на небольших расстояниях, как бы, да, друг от друга, около 30 таких профессиональных сцен, да, и в это время музыканты выгружали аппаратуру, свои инструменты, потихоньку настраивались, а мне это так было все интересно, я смотрел, ну, в принципе, без всякого знания языка, да, как бы я увидел, что ребята разгружаются, да, и увидел, как бас-гитарист разворачивает бас-гитару Fender. Мне это так как-то, и я удивился, о, Fender, на что он так... Говорит, ты знаешь, что такое Fender? Я говорю, ну, конечно, как бы, да. Он говорит, ну, если ты хочешь, на, возьми, попробуй. И я, взяв этот бас-гитару Fender, подключенную к такой мощным таким колонкам, начал немножко играть, такие, ну, простенький рок-н-ролльный ход, да, ко мне присоединился барабанщик, потом клавишник и саксофонист, и мы в течение, пока оператор отстраивал им аппаратуру, на таком обалденном звуке, на таких качественных колонках я минут 5 так поиграл, меня это... Ну, опять мои крылья, как бы сказать, появились у меня. И я так сильно захотел опять играть. Потом я послушал, как наши ребята играют. Они играют, ну, здорово, так классно, да, все вживую. И я опять очень захотел играть в ансамбле. После того, как мы пробыли в Фридланде 6 месяцев, мы попали на место, как это говорят. Мы приехали в очень хороший город Амберг, он находится на юге Баварии, очень богатая история, культурными наследиями. И в нашем городе очень много исторических мест, красивых памятников, фонтанов, и в том числе несколько музыкальных магазинов, которых я как музей регулярно посещал, которые вместе с моей мечтой о том, что когда-то играть в ансамбле и иметь такую гитару, бас-гитару Fender. Но перед этим был, в принципе, не совсем такой процесс становления, как бы, да. Нужно было определиться с жильем, трудоустроиться, сделать права на машину, подтвердить. Но моя мечта все равно меня не оставляла. Я параллельно часто ходил в такие магазины. И вот однажды, прогуливаясь по магазину, я встретил ребят, которые тоже выбирали какие-то инструменты. И слово за слово, да, но в то время я уже немножко как бы мог простые вещи разговаривать по-немецки. С разговора выяснилось то, что группа называется Zeitlös. На тот момент им нужен был бас-гитарист. А я им объяснил, что я когда-то играл, но была такая продолжительная пауза, да, и слово за слово. И на следующий день я у них уже оказался на репетиции. Сегодня у нас репетиция с Zeitlös'ом. Вот у барабанщика дома. Это вот его дом, бассейн у него тут. И вот он специально для репетиции, у него такая штучка. Но не только для репетиции, а как бы и для отдыха, для всего. Ну, классно. Но он подготовил все, тут здорово. Это он, das R. Nikolai, schnell rein, kalt. Ja, alles gut vorbereiten. Kaffee, Brezel. Natürlich volle Kühlschrank Bier. Aber leider heute mit Auto.
offen. Draußen ist kalt heute, aber hier super. Ja, schönen Tag. Я был очень рад этому, да, познакомившись с ребятами. Когда я пришел к ним на репетицию, я был сразу поражен качеством аппаратуры, да, это Фендра, это Джипсоны, это Маршаллы, это очень как бы, да. В плане аппаратуры они, конечно, да, очень хорошо были упакованы. И мы начали плодотворно с ними репетировать. Ну, Zeitlose — это очень интересная такая группа, да. Они состояли из бывших футболистов, которые, ну, понятия не имели о музыке, да, и просто решили сделать группу, да, причем успешно. Акцент они делали на том, что как они исполняли песни на своем родном диалекте и пользовались очень большим спросом. Probe bei Zeitlose. Wie immer. Halbe Stunde spielen, 3 Stunden trinken. Wir haben schon 3 Lieder. 3 Stunden, 3 Lieder. Hey, dann hat Zitrone rein. Ja, genau. Und jeden 3 Flaschen. Und Büffel kaputt. Büffel ist kaputt. Jetzt ist Musikinstrument Büffel. Hey, alter Büffel, steifes Horn. Weißt du, was der gut war? Habe ich schon bei dem beim zweiten Mal das Ratsch war cool. За короткое время, которое я с ними играл, да, я играл с ними более 10 лет. Мы создали 2 альбома, неоднократно выступали на местном телевидении. По радио Bayern 1 нас 2 раза наши песни крутили. Выпустили 2 альбома, мы их записывали на профессиональной студии в Мюнхене. Ну, можно представить, какой уровень. Когда мы записывали диск, Робби Уильямс заканчивал записывать свой диск, а мы заходили. То есть, ну, можно сказать, встретились, да. Я так еще подумал, елки-палки, да, вот Николай Чистополя, да, и Робби Уильямс, это, ну, можно представить мое какое. Параллельно с этим я знакомился со многими музыкантами с нашего города и не только. В одно время даже я начал выступать в 7 группах. Ну, это было, да, не совсем просто, как бы, да, но я справлялся, да. Бывало так, что в пятницу 1 концерт, в субботу 2 концерта, в воскресенье еще 1 и так далее, и так далее. Потом среди недели репетиции, и потом со временем я стал немножко даже как бы выбирать, потому что это сильно много было. Проиграв с группой Zeitlose, мы не только занимались музыкой, мы параллельно, я еще с ними изучал местную культуру, я был вхож в их дома, как бы, и до сих пор мы, в принципе, очень хорошо общаемся, и друг к другу ходим в гости, и грилем вместе, отмечаем день рождения и так далее, и так далее. Очень общительные люди. Через них я познакомился со многими музыкантами. Например, как вот группа Stammtisch. Что это такое Stammtisch? Stammtisch — это, в общем, в первую пятницу происходит концерт. На этом мероприятии есть основной состав, в котором я проиграл более 5 лет. И плюс туда собираются все музыканты, и бывшие, и будущие, каких только нету. И не только с нашего города, из ближайших городов и даже с ближайших стран. Я там перезнакомился с кем только не пришлось и не только познакомиться, и даже поиграть на одной сцене, чему я даже был очень рад. На сегодняшний день я оставил себе только 2 группы, которые мне более-менее
подходят как бы и по времени, и по стилю игры. Это называется группа Сиазонс и Strandlöffel. Сиазонс в этом году мы будем праздновать юбилей 10 лет. Но группе на самом деле больше, потому что как 10 лет это как официально, пока там все они бумаги оформили, потому что здесь как бы группа должна регистрироваться как положено, чтобы все бумаги пока. И, кстати, у кого будет возможность, смотрите в интернете, приезжайте на концерты, очень будет интересно. С группой я познакомился, они были все молодые ребята, еще даже учились в той гимназии, где у меня училась дочь. Когда я дочь еще сообщил, я говорю, дочь, я говорю, буду с Ули играть, это очень такой, как бы, на сегодняшний день он преподает в музыкальной школе. На тот момент у них в школе была группа, и они играли далеко-далеко не по-детски, они играли такой хард-рок, который песни писали сами. Мне еще дочь говорит, папа, куда ты пытаешься идти? Там такой уровень игры, ну, вот до сих пор играем вместе. На сегодняшний день в группе состоит 12 человек, включая, мы играем и блейзеры, то есть саксофоны, тромбоны и так далее. То есть биг бенд. This is Mambo number 5. 1, 2, 3, 4, 5. Everybody in the car, say come on, let's ride. Вторая группа Strandlöffel. У нас 4 человека. Вместо акустической барабанной установки мы используем тахон, что очень удобно при передвижении. Мы играем в основном рождественские концерты, день рождения и куда еще позовут, день города и так далее, и так далее. Добро пожаловать. Живем мы в небольшой трехкомнатной квартире на 3-м этаже. Проходя через светлый подъезд, мы попадаем в квартиру. Квартира у нас небольшая, 75 квадратных метров. Небольшая, но зато очень уютная, со всеми жизненно необходимыми вещами, которые нужны для жизни. Здесь у нас спальня, здесь у нас живут птички на деревьях. Сейчас они улетели, видимо, обедать. Небольшой вот коридор. Здесь вот у нас находится наша достопримечательность. Возвращаясь каждый раз с путешествия, мы сюда приклеим всегда магнитик. Здесь Марина делает всякие вкусняшки, которые потом приходится мне, как бы сказать, доедать. Поэтому, когда внуки спрашивают, дед, почему у тебя такой живот большой? Я говорю, потому что Марина очень вкусно готовит. И за вами приходится доедать. Здесь у нас находится зал. В этом углу я всегда благодарю Бога за то, что мы имеем. И прошу всегда, чтобы все были здоровы и все было у всех хорошо. У нас есть очень уютный балкончик с накрытой крышей. То есть дождь никогда не попадает сюда. Я сюда хожу дышать так свежим воздухом. Слушаю птичек, как птички поют, немки дердидаскают. Но самая главная комната у нас впереди. Я всегда мечтал, чтобы у меня была своя репетиционная комната. И как появилась возможность, я начал этим заниматься. Приобрел все необходимое оборудование для этого. И в комнате где-то 4×3, точно не могу сказать, ну, вполне достаточно, чтобы разместить компактно и уютно всю аппаратуру. Вот здесь у меня находится одна из достопримечательностей. Дети, когда возвращаются каждый раз с разной страны,
всегда привозят мне стопку. И их вот уже здесь немало. Вот этот альбом выпущен «Zeitlose» в профессиональной студии в Мюнхене. И теперь вот про мои, сказать, инструменты, можно сказать, про мою мечту. Из оборудования что у меня? Микшерский пульт 12-канальный, клавиши, Korg, одна электрогитара, Fender Squier, Stratocaster, E-бас, электрический бас, Эпфони гитара и E-бас Харлей Бентон. Я его использую как второй инструмент для себя. Электрическая барабанная установка ФАМы. Все это подключено через возможность записывать на компьютер. Мы здесь репетируем с группой как Штрандлофель по пятницам, по возможности, если как смену совпадают. Но теперь самое главное, можно сказать, мечта моей жизни. Это Fender Jazz Bass. Покупал я его в Томани, так же, как и все инструменты, которые находятся здесь. Это один из самых крупнейших магазинов не только в Германии, даже и в мире. Очень доволен этим инструментом. И вот так вот появилась моя мечта. Кроме занятия музыкой, свободное от работы время, я стараюсь больше время проводить с внуками. Очень люблю путешествовать. Я это называю ГГ, города Германии. Доезжая до вокзала, я очень часто даже не знаю, в какой город мы поедем. Марина выбирает город, в какой мы поедем. И там мы проводим время, обсматриваем все достопримечательности, окрестности. Сейчас очень хорошая возможность есть в интернете, подойдя, например, к какому-нибудь памятнику, посмотреть, кто его сделал, когда сделал, кому сделал, почему сделал. И так мы проводим время. И кроме этого, я еще пишу стишки. Почему я называю стишки? Потому что стихами как бы это назвать очень громко. Но на одни из них мой хороший профессиональный музыкант сделал хорошую аранжировку и с помощью цифровых технологий сделал очень хорошие песни. В этом году, поздравляя дочку с юбилеем, я сделал ей такой подарок. Ей очень понравилось. 30 октября в 9:30, ровно 30 лет назад, в этом мире появился человек мне дорогой. Чувство счастья словом дочка на себе я испытал и сказал спасибо Богу за то, что ты мне ее дал. Эти милые моменты не забыть мне никогда. Как я тихо по ступенькам пробирался до тебя, как я первый раз увидел и почувствовал тепло, к нежной дочке прикоснувшись, как в душе все расцвело. С юбилеем поздравляем, дочка Леночка моя, и всего тебе желаем, что ты хочешь для себя. Я тебе желаю счастья и семейного тепла, чтоб твои детишки с мужем только радовали тебя. Эти милые моменты не забыть мне никогда. Как я тихо по ступенькам пробирался до тебя, как я первый раз увидел и почувствовал тепло, к нежной дочке прикоснувшись, как в душе все расцвело. Доброе утро, страна!
Даник, а что ты делаешь? Вот Это ты мед ешь, да? Ты мой хороший. Ложку меда натощак, будет в жизни что? Ивлюша? Не забыла. Будет в жизни все ништяк. У деда и с дедом можно все, только нельзя скулить. Не спеши, а то опоздаешь. Складывайте туда. Каждой вещи свое место. Если нет места для вещи, тогда выкини эту вещь. Прощаться нужно легко. Самая хорошая помощь – это не мешать. Ой, мои сладкие, Таня. Это мой. Это я не лошадь. Куда ты? Это мой. Это твой. А куда ты хочешь? Не забудь с собой хорошее настроение. Окей, viel Spaß. Я живу в городе Амберг, что в переводе на наш родной язык «на горе». Я в своей жизни нашел свою гору и желаю вам найти свою гору. И никогда не смейтесь с чужой горки и на чужой горке. Родина. Родина – это слово, состоящее всего лишь из 6 букв, но она обладает таким глубоким смыслом. Родина – это наши родители, которые нас родили, воспитали и вырастили. Родина – это то место, где мы родились, с ее многогранной природой. Это наши все друзья, соседи, родственники. Это все наши братья, сестры, дяди, тети, племянники, племянницы, дедушки, бабушки, прабабушки. Это наши дети, это наши внуки. Родина – это то место, не только где ты родился, но там, где еще и пригодился. Берегите свою родину, и родина не забудет вас. Ну и в заключение, что бы я хотел сказать. С чего мы начали, да? С мечты. Я желаю всем мечтать, творить, и не только мечтать, а если просто сидеть и ждать, чтобы мечта придет, никогда она не придет. Надо к ней идти, пускай даже мелкими шагами, но к ней идти. И тогда она к вам тоже придет. Так что мечтать, творить и любить. Насколько все-таки важно пронести вот именно тот заряд молодости, юности, да, детства даже, те мечты, ту веру, да, через года пронести, в том числе благодаря тому, наверное, что ты когда-то о чем-то мечтал, во что-то верил, и сейчас ты, когда этого всего добиваешься, то есть это все приходит в твою жизнь, я думаю, что это и есть вот это вот простое человеческое счастье. Всем пока, до новых встреч где-нибудь еще.